Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об уникальном храмовом комплексе Акшардхам в городе Дели, столице Индии. Люди со всего мира приезжают в Дели, чтобы увидеть необычайную красоту храма Акшардхам, говорящей о великой архитектуре Индии. Наиболее молодой, но в то же время грандиозный памятник, посвященный индуистской духовности и культуре. Акшардхам означает «божественный обитель Бога». Он провозглашен вечным местом преданности, чистоты и мира. Мандир значит «обитель Бога», индуистский дом поклонения, духовный и культурный кампус, посвященный преданности, обучению и гармонии. Комплекс был открыт 6 ноября 2005 года. Его строительство велось в течение 5 лет с участием 7 тысяч мастеров и обошлось в $500 миллионов США, собранных за счет добровольных пожертвований в течение 18 лет. Уникальный храмовый комплекс Акшардхам раскинулся на 12 гектарах земли. Храм покрыт мраморными скульптурами и окружен с 3 сторон озером, в которое принесли воду из водоемов со всех уголков Индии. В комплекс входят великолепные прилегающие парки, кинотеатр, светомузыкальный фонтан, скульптурные композиции, крытый искусственный канал, по которому можно покататься на лодках, многочисленные сувенирные магазины и кафе. В архитектуре храма смешаны разные стили всей Индии. Он построен полностью из розового мрамора и не имеет стальной конструкции, как другие современные здания. 9 куполов и 234 резных столба с 20 тысячами разных божеств. По периметру здания находится 148 фигур слонов. Храм по своей грандиозности превосходит многие подобные сооружения в мире. Благодаря этому он включен в Книгу рекордов Гиннесса. В Индии распространен один афоризм, который гласит: «Истина одна, люди называют ее разными именами». Независимо от вероисповедания и от того, какому Богу поклоняется человек, вывод для всех один. Человек создает себя сам. Каким он себя сделает, таким он и будет. Каждый день храмовой комплекс посещает сотни туристов и верующих людей со всех уголков мира. Здесь можно провести целый день или же минимум 4 часа. Размер храма настолько громадный, что даже увидев издалека, посетители поражаются его величием и красотой. К сожалению, брать с собой фотоаппараты или камеры категорически запрещается. Это исходит из того, что все права принадлежат храму, и, естественно, им невыгодно терять прибыль. Поэтому все открытки продаются внутри храма. Контроль на входе достаточно жестокий. Заставляют снимать ремни, обувь, пропускают через магниты и металлодетекторы, вручную прощупывают одежду и карманы. В общем, ничего, кроме денег и паспорта, внутрь с собой брать нельзя. Цена одного билета не превышает даже $1. Желающих посетить храм очень много, поэтому пускают по 25 человек. Сформированные группы проходят из одного музея в другой, из одной комнаты в другую, тем самым не создавая толпу. Главной достопримечательностью комплекса является храм, под центральным куполом которого находится статуя Сваминараяна высотой 3-4 метра. Вся отделка храма велась мастерами вручную. Наружная часть сделана из розового камня, что символизирует любовь к Богу, а внутренняя из белого мрамора, что означает абсолютную чистоту и мир. Выставка в храме разделена на 3 части. Музей состоит из комнат, соединенных лабиринтами. Первый музей при храме посвящен истории и вере Бхагавана Сваминараяна. Он родился 3 апреля 1781 года на территории Северной Индии. В возрасте 7 лет он стал автором многочисленных священных индуистских писаний. В 11 лет он покинул свой дом и вел монашеский образ жизни сначала в Гималаях, а затем путешествовал по всей Индии в течение 7 лет. Он прошел более 8000 миль и достиг ашрама в одном из штатов Западной Индии. Ашрам – это место, где человек погружается в себя, медитирует, читает молитвы, совершает разные ритуалы, обновляет себя духовно. Ашрам может быть что угодно, может быть пещерой в горах, хижиной для верующих или домом в Гималаях. Там можно медитировать и общаться с Богом. Духовный учитель, который возглавляет ашрам, обычно принадлежит к числу людей, отказавшихся от мира.
Он передает присутствующим свои знания, которые он когда-то получил от своего учителя и успешно применял их на практике. С его помощью ученики изучают священные тексты, произносят священные звуки и занимаются йогой. Сваминараян проповедовал свои теории в жизни и в мире, любви и чистоте до конца своей жизни. Он скончался в 1830 году. Основные принципы его учения о счастливой жизни являются главной частью экспозиции Первого музея, который состоит из многочисленных комнат, соединенных между собой коридорами. Послушание, молитвы, стремление к совершенству, вегетарианство, семейная гармония и мораль показаны в 15 трехмерных картинах, показывающих жизнь Сваминараяна. При переходе из одной комнаты музея в другую человек как будто проходит через столетия истории и ощущает себя частью всех событий. Чтобы людям показалось все реалистично, в музее манекены представлены в виде роботов, разговаривающих на разных языках. Группа может выбрать для себя любой язык, который им подходит. Роботы поворачивают свои головы, показывают жесты, двигают глазами. Более того, все эти движения происходят синхронизованно с речью, что создает впечатление полной реальности. Вторая часть экскурсии – это маленькое путешествие через 10 тысяч лет по индийской истории на лодке по искусственным водоемам. Несколько туннелей посвящены пещерам Аджанты и Эллоры. Далее можно увидеть, как зарождалась цивилизация, первый в мире университет, древние больницы и базары. Третья часть экскурсии – посещение театра, в котором туристам показывают специальный фильм, сделанный для этого комплекса. На огромном экране со стереозвуками и множеством компьютерных трюков повествуется рассказ о 7 годах паломничества Сваминараяна по всей Индии в юношеские годы, о молитвах, послушании, морали, стремлении к совершенству, о чудесах, которые он творил, о вегетарианстве и семейной гармонии. Все это показано на разных примерах его жизни. В конце музейного зрелища поражают музыкальные фонтаны, выполненные в форме лотоса и расположенные внутри громадной чаши. Внутренняя поверхность чаши одновременно служит посадочными местами и ступенями для тысячи зрителей. Подобные фонтаны можно увидеть и в Корее, но здесь особо отличается сама атмосфера воды, света и храма под открытым небом, купола которого озолочены луной. Музыкальный фонтан как бы говорит о единстве всех стихий, которые воспринимаются разумом и сердцем зрителя. Посещение заканчивается вечером, когда уже светятся яркие звезды, и луна освещает огромные купола Кшардхама. Это зрелище оставляет непревзойденное впечатление. Именно в тот момент и в том месте как будто становятся единым все стихии – вода, огонь, воздух и земля. Так как туристы в этом месте проводят много времени, на территории комплекса работают кафе и магазины. В основном здесь продаются различные сувениры, но стоит обратить свое внимание и на украшения и предметы интерьера из серебра. Дополнительными достопримечательностями является затонувший сад. Если смотреть сверху, то он будет в форме лотоса. Огромными камнями выгравированы надписи великих мыслителей Шекспира, Мартина Лютера Кинга и других. Также место, в котором можно предаться молитве, выразить свои почтения ко всему прекрасному и загадать желания. И Центр изучения социальной гармонии и других смежных тем. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Спасибо за просмотр!